Что это такое? Это ежемесячно генерирующие компании, то есть все участники оптового рынка подают заявки, где указывают объемы, которые они бы хотели купить, мощности электроэнергии, и по какой цене. И ежедневно, то есть за сутки вперед, подаются соответствующие заявки. Потом эти заявки обрабатываются, и посредством системы договоров, которые формируются на основе договора присоединения, вот эта торговля происходит. Если вдруг кто-то завысил или занизил цену и сделки не произошло, дальше происходит работа на балансирующем рынке, и тот, кто хочет, добирает электроэнергию и мощность электроэнергии в последующем. Вот такая система происходит. Но есть и долгосрочные договоры, двусторонние долгосрочные договоры, которые можно заключить непосредственно между потребителем и продавцом, генерирующей компанией. И интересно что? Интересно то, что вот объемы, которые электроэнергии и мощности, которые проходят по этим долгосрочным договорам, они обязательно должны происходить через РСВ, через КОМ. Обязательно. Как это происходит? Вот когда подаются заявки, там пишет генерирующая компания или потребитель, что вот такой-то объем я продаю по долгосрочному договору, а вот такой объем я хочу приобрести на рынке сутки вперед или на КОМе. И если рынок принимает вот этот вот объем, тогда в данном случае он часть объема электроэнергии и мощности по долгосрочному договору проводит, учитывает, а часть проводит по торгам на конкурсной основе. В чем проблематика? Дело в том, что если соотносить регулирование ГК и соотносить регулирование в части существенных условий договора регламентов оптового рынка, хотя в регламентах оптового рынка называется обязательные требования к договору, то в регламентах оптового рынка вот эти вот обязательных требований к договору по продаже электроэнергии и мощности несколько больше, чем в ГК. И поэтому сейчас эта проблема, она только возникает, она только формируется, но в будущем она, возможно, и обострится. Дело в том, что как понимать, вот те условия, которые содержатся в регламентах, они являются обязательными условиями, так называемыми, они являются существенными или нет? Ведь если их признать существенными условиями, тогда договор не заключен долгосрочно. А если не признавать существенными, тогда договор заключен. Просто-напросто определенные объемы не приняты были на рынке. Ну, с моей точки зрения, если вы спросите мое мнение, мне кажется, что в данном случае речь идет, конечно, не о существенных условиях, а о условиях, необходимых для учета объемов на торговой площадке, не более того. Кстати, в регламентах говорится о том, что договоры обязательно должны быть зарегистрированы для их деятельности, они обязательно должны быть зарегистрированы на торговой площадке. Конечно же, с точки зрения законодательства, это не то государственная регистрация, которая с точки зрения ГК является основанием для заключения договора. Конечно, это основание для учета договора, учета объема, учета платежей, но отнюдь не для вступления договора в силу, то есть для его заключения. И есть еще одна проблематика, которая, возможно, в дальнейшем возникнет. Она заключается в том, что когда вот заключаются вот эти вот долгосрочные договоры, конечно, у этих долгосрочных договоров стоимость электроэнергии, стоимость мощности может быть выше, извините, наоборот, ниже. Ниже, ну, для кого выше, для кого ниже. Для генерирующей компании, конечно, выше. Для продавцов, конечно, извините, для покупателей, конечно, ниже, чем на рынке на сутки вперед и на КОМ. И зачастую, может быть, даже и в зависимости от того или иного дня торговли, больше, чем на 20%. Что это означает? Это означает, если налоговый орган выявит такое расхождение, то возможно до начисления налогов, пений и так далее. Вот, собственно говоря, проблематика. А может быть такое, что в долгосрочных договорах стороны могут определить цену на электроэнергию и мощность выше, ну, соответственно, ниже, чем на 20%. Ведь налоговый орган может сказать, что вот эти договоры, они же тоже учитываются на рынке на сутки вперед, на коммерческом отборе мощности. Поэтому отбиваться будет, в общем-то, достаточно сложно, хотя, с моей точки зрения, вполне возможно.
А вот в двух словах о проблематике там, оптового рынка, ну и два слова, собственно говоря, розница. Ну, розница проще. Там на рознице мы имеем еще вид договора, который нет на опте, он называется договор энергоснабжения. В чем его суть? Вот когда мы говорим о купле-продаже, допустим, у генерирующего поставщика определенной электроэнергии мощности, вот электроэнергия считается поставленной, у нас есть такая специальный термин, группа точка поставки. Вот, это когда генерирующая компания очень просто сгенерировала электроэнергию, и вот когда она до подстанции ее довело, все, поставка осуществлена. Дальше что нужно? Как и любой товар, нужно транспортировать. Есть специальные транспортные организации, сетевые организации называются. Есть ФСК, федеральная сетевая компания, действующая в рамках всей России. И есть региональные сетевые компании. Вот с ними заключается договор на оказание услуг по передаче электроэнергии, и они доставляют эту электроэнергию, собственно говоря, до потребителя. Потребителю нужно, чтобы энергия была не на группе точек поставки генерирующей компании, а на группе точек поставки, конечно же, потребителя, для того, чтобы он получил эту энергию на своем оборудовании. Вот она же ему нужна не просто так, она же ему нужна для того, чтобы его оборудование работало. И вот был небольшой спор с точки зрения, что за правоотношения возникают при заключении договора энергоснабжения. Ну и тут Ветрянский, как практик, первый сказал о том, что по сути это сложный договор, возникает комплекс отношений, возникающий из купли-продажи и из оказания услуг по передаче электроэнергии. И вот я вам говорил, что есть такие специальные организации, которые называются гарантирующие поставщики. Вот они как раз и созданы для того, чтобы потребители могли заключать договор энергоснабжения. Вот этот договор энергоснабжения или договор купли-продажи, эти договоры являются публичными с точки зрения законодательства. То есть если любое лицо обращается к гарантирующему поставщику, у него есть обязанность заключить публичный договор, и оно от этой обязанности не может уклониться. В общем, наверное, в двух словах то, что я вам хотел рассказать об этих рынках. Тема очень большая, тема, должен сказать, очень серьезная и сложная. Почему? Потому что вот законодательство это и регулирование очень технический характер носит. В нем очень трудно разбираться, но зато если уж туда-сюда влез, то, в общем-то, можно узнать много нового и интересного. Еще раз благодарю большое за возможность выступить с небольшим докладом и готов ответить на вопросы студентов, которые, возможно, ко мне подойдут. Спасибо. Сейчас мы хотели представить слово Михаилу Николаю Ивановичу, который выступит с докладом «Корпоративные объединения в организации инновационных процессов. Правовые проблемы». Николай Иванович Михайлов, доктор юридических наук, профессор, заместитель директора Института государства и права. Но это, конечно, очень важно. Но самое главное, что он друг нашей кафедры. И сегодня он присутствует здесь и как гость, и как участник. И, по-моему, уже далеко не первый раз. Он активно помогает нам, это действительно так, потому что он выступает рецензентом по диссертациям, которые пишут наши аспиранты. Он, между прочим, преподавал на нашей кафедре, читал спецкурс по банковскому праву в свое время, поскольку был практическим работником, непосредственно работал в одном из коммерческих банков. Поэтому я с полным основанием от вашего имени, от своего, хочу поблагодарить Николая Ивановича за то сотрудничество и ту работу, которую он делает, поддержку нашей кафедры, и вручить ему благодарность, и вручить ему значок. Уважаемые коллеги, я признателен за те добрые, теплые слова, которые были мне адресованы со стороны заведующего кафедры, Евгения Порфирьевича Губина.
всегда интересуюсь тем, как обстоит на конкретный момент дело по тому или иному вопросу. Радуюсь и с большим воодушевлением воспринимаю ваши успехи. В частности, хотел бы подчеркнуть, что полагаю, что и для науки, и для практики большим событием, как в России, так и в Европе, явилось издание такой фундаментальной работы, как «Энергетическое право России и Германии». Далее, конечно же, большим событием является издание последней работы кафедры по вопросам корпоративного права. Уверен, что своевременно будут переиздаваться и далее наработки по предпринимательскому праву, я имею в виду учебник, регулярно переиздается. Ну и, конечно же, хочу сказать, что очень важной и большой работой для правоприменительной практики является разработка спецкурсов, которая ведется коллективом кафедры. При этом эти спецкурсы всегда оперативно откликаются на требования и запросы практики, и думаю, что те новые спецкурсы, которые ожидают студенческую аудиторию вашей кафедры, конечно же, будут отвечать требованиям сегодняшнего дня. Ну и хотел бы в контексте объявленной темы, а я постараюсь буквально кратко остановиться, учитывая, что выступающих, лиц, которые хотели бы выступить, много, подчеркнуть, что да, на слуху сегодня у нас в последние 3 года проблематика инноваций. Я думаю, что проблематика, она не такой новой является. Уж если мы с вами возьмем наработки, которые еще в советском праве были, касающиеся научно-технического прогресса, внедрения новой техники и прочее. Но вместе с тем, в том обрамлении, в той постановке вопроса, которая применительно к инновациям обозначена в выступлениях и президента, и премьера нашей страны, конечно же, это характеризует данную проблему в какой плоскости? То, что нам требуется действительно создать, в том числе и правовые механизмы, которые бы способствовали более активному внедрению новшеств в экономику. Но я инновации не свожу только к технике новой. Здесь ведь вопросы и логистики, когда мы используем соответствующие новые технологии в управленческой сфере, тоже можно отнести в определенной степени к инновациям. Что, мне думается, нужно в этой части учитывать? Бесспорно, сложно решать вопросы инноваций без финансового обеспечения, без денег, грубо говоря. Мировая практика свидетельствует, что лидерами инновационных процессов обычно выступают крупные компании, крупные корпорации, которые вокруг себя имеют множество предприятий-сателлитов. И в этой системе выстраивается целая система или механизм взаимоотношений, который обеспечен соответствующими правовыми регуляторами. Возьмем мы практику, допустим, Японии. Крупные компании, автомобилестроительные, допустим, практику Соединенных Штатов Америки и так далее. И везде мы видим, что именно крупные корпорации. Почему именно крупные корпорации, в отличие от экономики нашей страны, выступают застрельщиками?
Да по той простой причине, что мы там наблюдаем в более-менее четком проявлении такую, не практику, я бы сказал, а такой атрибут рыночной экономики – это конкуренция. Мы все с вами признаем, что конкуренция – это обязательный элемент рыночной экономики и прочее. Но до сих пор наши корпорации в классическом виде, может быть, это отголоски, как принято еще часто говорить, советской экономики, советской системы ведения хозяйства, но пока наши корпорации на внутреннем рынке не испытывают, в общем-то, потребность, продиктованную экономическими различными факторами, в том, чтобы вести разработки, внедрять эти разработки и за счет этого обеспечивать меньшую энергоемкость своей продукции, обеспечивать более высокую, во много раз, производительность труда. Мы с вами знаем, что вот экономисты в своих выступлениях отмечают, что производительность труда в ведущих отраслях экономики в России где-то в 5-6, в некоторых отраслях и более количество раз ниже, чем в тех же Соединенных Штатах Америки. О чем это говорит? О том, что, да, действительно, мы можем с вами, как специалисты, занимающиеся именно правовой материей, говорить о том, что вот право может много сделать и обеспечить условия для того, чтобы инновационные процессы активно развивались. Но реалистами будем мы с вами, пока экономика не заставит хозяйствующие субъекты предпринимательства обратиться к этим как к последнему слову, которое приведет к тому, что предприятие выживет или не выживет. До тех пор мы будем, в общем-то, констатировать факт, что пока еще требованиями повседневными инновационные разработки для корпораций не стали. Ну что еще можно отметить? Вот последние факты, когда у нас, допустим, наблюдают случаи с падениями ракетоносителей при выводе спутников на орбиты. О чем это говорит? Опять же, где-то на каком-то этапе просматриваются уже недоработки, в том числе в этом аспекте. Действительно, многие годы соответствующий ракетоноситель «Протон» является одним из востребованных. Каких-то доработок, новшеств, которые бы совершенствовали, не было своевременно внесено в соответствующую технологию. Мы получаем сейчас уже те отрицательные результаты, которые в соответствующих случаях просматриваются. Но вместе с тем, конечно же, думаю, что да, необходимо соответствующее правовое поле готовить или расчищать, чтобы здесь возможности у участников предпринимательского рынка были более широкие. Вопрос стоит в том, вот когда мне приходится общаться с представителями Государственной Думы, различных ведомств федеральных, государственных, нужен ли специальный закон об инновациях или об инновационной деятельности? Различные есть на этот счет ответы. Вот сейчас я отвечаю. Вот назовите нам страны, где такие законы есть и где это способствует тому, чтобы соответствующим образом подвижки инновационного характера более активно стали наблюдаться. Да, я хочу сказать, вот мы изучали Европу, допустим, Финляндию. Там нет, допустим, специального закона об инновациях или о инновационной поддержке и прочее, прочее. Но там довольно-таки активно работают соответствующие механизмы как экономического, так и юридического направления. Но здесь, я думаю, всегда надо смотреть на этот вопрос в каком плане. Учитывать надо традиции, менталитет, состояние правовой системы.
Ну и, конечно же, состояние в экономике. Мне думается, на сегодняшний день может быть оправдано все-таки пойти по пути и поддержать идею группы депутатов о необходимости принятия для нашей страны, для нашей экономики специального закона о государственной поддержке инновационной деятельности. Этот акт бы расчистил в определенной степени те препоны, которые мы наблюдаем, в том числе в законодательстве. Возьмем мы там налоговое законодательство, тот же финансовый кодекс, возьмем мы другое законодательство. Будет это способствовать, даст в определенной мере ускорение. Очень хорошо. Может быть, и другие будут предложения, которые и вами будут сформулированы и обоснованы. Ну и в заключительной части хотел бы обратить ваше внимание на такой момент. Мы сейчас с вами находимся на этапе, когда идет переформатизация научных специальностей. Думается, на этой проблеме будем уделять внимание в рамках предпринимательского права, в рамках курса специальностей, а предполагается, что новая научная специальность у нас будет представлена 3 направлениями. Это предпринимательское право, корпоративное право и энергетическое право. И вот здесь, представляется мне, будет еще более широкое поле для того, чтобы вести исследования, в том числе и связанные с правовым обеспечением инновационных процессов в нашей экономике. И нам всем нужно готовиться к вводу этой новой специальности, 7-й специальности, как по формированию советов, так уже по формированию самих тематик диссертационных исследований, для того, чтобы мы, допустим, через 5-10 лет имели больше